Всем здравствуйте! В этом видео будем восстанавливать гипсокартонный потолок после полного демонтажа. Почему потолок был разобран? Об этом есть видео на нашем фирменном канале Unitech MD. Иначе говоря, он был просто слишком кривой. Наша задача восстановить потолок в тех же границах и в том же дизайне, но с небольшими дополнениями. Вот эта белая полоса на потолке. Раньше это было дно ниши между двумя простыми коробами. Сейчас эти короба будут с подсветкой, и ниша будет подсвечиваться с двух сторон. Одно у нее будет зашито гипсокартоном. Помещение здесь большое и совмещено с кухней. В зоне кухни будет Г-образный короб. Будет опускаться чуть ниже потолка. Наша задача сейчас промерить лазером высоты и сделать разметку для периметра. Отобьем линии и затем по линиям накрутим железо. То есть по всему потолку обозначим границы высоты и границы подсветки. До того, как мы успели поставить высотные отметки на стенах, наши отделочники попросили выровнять ригеля гипсокартоном. Для того, чтобы избавиться вот от этих ступенек, которые образуются между ригелем и колонной. С каждой стороны примерно по 5 сантиметров. Если выравнивать такой слой смеси, то он будет сохнуть очень долго. А гипсокартоном мы зашили примерно за 1-2 дня. С той стороны, где помещается профиль под ригель, мы обшили его на каркасе. С той стороны, где профиль не помещается, одна сторона гипсокартона будет крепиться на профиль, а другая сторона у стены будет приклеиваться на монтажный клей. Боковинки мы обшиваем с использованием нашей фирменной технологии, которая фиксирует дно профиля от разворота. Сейчас у нас просто накидано железо, я его скоро соберу и покажу, как он выглядит в готовом виде. Разобрались с ригелями, по крайней мере с той частью, которая нам нужна для изготовления потолка. И даже отбили одну высотную отметку. Вот эта синяя линия по периметру – это высота потолка. Она включает в себя и высоту подсветки, и встроенное дно между консолями. Осталось разобраться с привязками. Куда эта подсветка приходит со стороны окна и куда она приходит со стороны стены. Потом мы отобьем линии на потолке, и после этого можно закручивать периметры. Со стороны окна край подсветки приходит в откос. А с другой стороны край подсветки приходит в стенку фальшкамина, которого еще нет. Вот с учетом этих обстоятельств делаем разметку
и засверливаем направляющие профиля. Засверлили периметр, и теперь можно собирать гипсокартонные бортики. Для этого у нас тоже есть своя технология, когда сначала устанавливается гипсокартон, а затем профиля. Это тот же самый полноценный каркас, просто у него другая очередность сборки. Для начала нужно прикрутить гипсокартонные полоски с запасом по высоте 2-3 см. После полосок ставим отметки изнутри, и снаружи. Затем по этим отметкам отбиваем линии. В результате на каждом бортике у нас есть 3 линии. Самая верхняя – это для встроенного дна. Нижняя изнутри – это для направляющего профиля. Линия на том же уровне снаружи – это ориентир для саморезов. Благодаря этой линии мы знаем, где находится внутри профиль, и с нужным отступом закручиваем саморезы. И по этой же линии срезается лишний гипсокартон. Осталось закрутить углы и установить вертикальные перемычки. Перемычки свяжут верхнюю направляющую в потолке и нижнюю на бортике в одну целую конструкцию. Полоски у нас длиной 2,5 метра, поэтому размещаем перемычки равномерно, через 50 сантиметров. Для того, чтобы перемычку вшить изнутри, нужно сделать место под биту. Подрезаем профиль изнутри под углом до середины и отгибаем получившийся край треугольничком. И потом вставляем перемычку. После этого фиксируем на саморез. Такие перемычки делаются буквально за несколько секунд. Когда все перемычки установлены, по нижним линиям закручиваем направляющие профиля и срезаем лишний гипсокартон. Затем делаем каркас для внутреннего дна и монтируем профиля для нижней плоскости потолка. Накидываем железо, засверливаем профиля и выравниваем каркас. Со стороны кухни нам наконец-то дали отметки, по которым будет выравниваться стена. И уже от этих отметок мы сделали угловой короб в нужный размер. Сейчас доделаем там периметр и продолжим собирать каркас. Профиля на потолке мы располагаем не просто так, как придется, а с учетом двух обстоятельств. Во-первых, это расположение светильников, а во-вторых, раскладка листов. Каркас для всего потолка готов. Засверлили подвесы, все выровняли, проверили плоскости, все ровно. Отделочники подготовили нам дно ниши под покраску. А теперь мы должны собрать полочки для подсветки. Собирается полка таким образом.
Берем профиль. Шагом 30-35 сантиметров располагаем на нем закладные из того же профиля. По этим закладным закручиваем полоску гипсокартона шириной 5,5 сантиметров. И у нас получается готовая полка. Вот такая. Вот это уже установленная полка. Стыковку на внутренних углах можно делать как угодно. А на внешних лучше подрезать под 45 градусов. Фиксацию удобнее начинать с середины полки. Например, закручиваем первый саморез, так чтобы нижняя плоскость СДшки была вровень с направляющим профилем. Затем крепим концы справа и слева. Концы уже выставляем в плоскость. Вот таким образом. Ну а затем шагом 20 сантиметров фиксируемся по всей длине. Вот, собственно, и все. После этого можно начинать обшивку. Закончили основную обшивку потолка и осталось закрутить только бортики. Бортики могут быть любой необходимой высоты, а у нас по техническому заданию должна быть ровная полка. Поэтому ширина гипсокартонных полосок на торцах будет 5 сантиметров. Ну вот и все. Гипсокартонные работы на этом потолке закончены. Дальше будет отделка. Ребята будут закрывать швы, ставить уголки, грунтовать, шпаклевать и красить. Внешний вид потолка в белом варианте. То есть все давно готово под покраску. И одна часть потолка таки покрашена в один слой. По электрике. Вырезаны отверстия под встроенные светильники. И установлены светодиодные ленты в нишах. Как вы могли заметить, на той части потолка, где еще краски нет, никаких дополнительных слоев штукатурки там нет.
То есть поверхности достаточно ровные для того, чтобы их красить практически как есть, без дополнительного выравнивания. Почти готовый потолок. Здесь он именно в таком виде, в котором его задумал дизайнер. То есть с четким зонированием и хорошим распределением света. Кстати, как собирается потолок за ригелем, вот этот с узкой светящейся полосой и местом для кондиционера, мы покажем в одном из следующих видео. А это зона кухни. Ну, мебель я не буду снимать, зато на потолке вы видите такие же большие светодиодные блинчики, как и в основной части помещения, а на боковую часть короба выведены решетки вентиляции. Ну вот, в принципе, и все. Вы сами увидели, как оно было и как оно стало в результате работы квалифицированных мастеров. На этом всем пока. Спасибо за внимание.